Наверняка каждый из вас знает, что такое фокусы. Но кто-нибудь когда-нибудь видел орхидейные фокусы? Сегодня мы сделаем один из них. Сегодня мы будем будить спящую красавицу и превращать ушки спаниеля в ушки зайчика. Иными словами, сегодня мы разберем одну из самых часто встречающихся проблем нецветения орхидей годами и потери тургора листьев растения. Сегодня вы узнаете ответ на вопрос, почему орхидея, не цветшая в прежних условиях несколько лет, в моих условиях и в моем уходе зацвела за 3 месяца. Главной героиней сегодняшнего видео будет выступать первичный гибрид двух видовых фаленопсисов – фаленопсиса Шиллера и фаленопсиса Мании Блэк. И привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Те, кто постоянно смотрит канал от видео к видео, заочно знакомы с этой орхидеей. Она была приобретена в последних числах ноября прошлого года из частной коллекции вместе с фаленопсисом Люддемана. Обе орхидеи были просто в плачевном состоянии. Одна из них была полностью изъезжена клещами, а другая представляла собой невероятно грустное зрелище. Когда я в первый раз увидела это растение, я не сдержалась и спросила у владелицы, почему орхидея в таком состоянии. Хозяйка орхидеи, чей стаж орхолюбительства превышает 10 лет, на голубом глазу мне сказала: «Так это сорт такой, у него листья всегда как сопли висят». На вопрос, почему продаете столь ценный экземпляр, хозяйка ответила: «Несколько лет не цветет, только место занимает. Нужно избавляться». Тогда я поинтересовалась, а видела ли хозяйка в принципе цветение этой орхидеи. Да, цветение было несколько лет назад на 2 цветочка. Проведя детальный осмотр орхидеи дома, я обнаружила бирку, с тыльной стороны которой были указаны даты пересадок растения. Продавец подтвердила мои нехитрые математические расчеты, и действительно, этой орхидее уже 4 года. Итак, что мы имеем на входе? 4 года в прежнем уходе, 5 листьев без тургора и одно цветение на 2 цветка более 2 лет назад. Не густо, правда? 5 листьев, нарощенных за 4 года. И можно, конечно, оправдаться мифом, дескать, это первичный гибрид видовых фаленопсисов, а те, как известно, не держат много листьев в розетке одновременно. Ерунда, причем полнейшая, еще как держат и отращивают по 2, а то и по 3 листа одновременно и даже в зимний период. В этом вы сегодня сами убедитесь. Так почему же у любителей постоянно возникают проблемы с ростом, развитием и цветением видовых фаленопсисов и их первичных гибридов? Потому что редко кто из любителей интересуется ареалом обитания этих растений. Давайте поинтересуемся, где в природных условиях обитают родители этого растения. Итак, ареал произрастания – восточная часть индийских Гималаев, Непал, Бутан, Мьянма, юг Китая и Вьетнам. Предпочитает влажные места обитания в поймах ручьев и рек. И уже этим все сказано. Я сымитировала растению пойму ручья или реки. Растение напилось. Орхидея плавала полностью и целиком в контейнере с водой несколько часов. Вот такой заплыв. А я периодически подходила и смотрела, как из ушек спаниеля листья орхидеи превращаются в ушки зайчика. Отправила это видео прежней владелице. Без комментариев.
И это не магия, не волшебство и не фокусы. Это знание физиологии орхидей. Итак, первый шаг сделан. Тургор листьев орхидеи, пусть и не полностью, но восстановлен. И если фаленопсис Люддемана я оставила в открытой системе, в пустой пластиковой корзинке, то этот фаленопсис, памятуя о его водолюбивых предках, я решила посадить в классическую систему посадки и на фитиль. В моей классической посадке все как всегда. Прозрачный пластиковый горшок с большим количеством вентиляционных отверстий. В составе субстрата кора хвойных пород деревьев, мох, кремниевит и глиняные черепки. Живой зеленый мох из сквера рядом с домом уже закончился, и пришлось использовать сухой брикетированный мох. Этот мох мне совершенно не нравится, и скоро вы узнаете почему. И видовые фаленопсисы, и их первичные гибриды чрезвычайно требовательны к свету. Конкретно взятому растению даже в зимнее время требуется световой поток в размере 9-11 тысяч люкс. Поэтому все самые солнечные места на моих юго-восточных подоконниках принадлежат видовым фаленопсисам и их первичным гибридам. Я дала орхидее то, что ей принадлежит на генном уровне – много воды и много солнечного света. Первый результат своего ухода я увидела за 3 дня до Нового года, 29 декабря 2022 года, и это был новый цветонос. На тот момент орхидея находилась у меня дома ровно месяц. К слову сказать, это был фальшстарт. Этот цветонос так и не развился до размера цветения. Порой вы у меня спрашиваете в комментариях, что сделать, если цветонос замер. Я ничего не делаю. Я предоставляю орхидее выбор. Эта съемка сделана еще через месяц. Цветонос не развивается. Зато вовсю начался корневой рост по всему периметру ствола орхидеи. А мох некрасиво позеленел. Странная особенность именно у этого чилийского мха. На ярком солнце при обильном поливе он зеленеет, как бы закисает. Поначалу я постоянно его меняла, а потом бросила. Все равно 1-2 недели и мох снова зеленый. Через 2 зимних месяца достижения фаленопсиса и вовсе ошеломляли. У него подрос второй новый цветонос, активировался корневой рост везде, и в горшке, и от ствола, и появился новый молодой лист. Обратите внимание на цвет ствола и нового листа. Это естественная пигментация растения, получающего достаточное количество солнечного света. Все окрашено в лиловый или ярко-бордовый цвет. Это не болезнь, это пигментация. Несмотря на такое бурное развитие орхидеи, со всех сторон первый цветонос так и не развивается, а вот второй активно растет. В период такого активного роста орхидея находится в высшей стадии развития, а это значит, получает максимальное количество воды и каждодневное опрыскивание. Опрыскивание производится в целях активации С3 пути фотосинтеза орхидеи в дневные часы. В природных условиях такие фаленопсисы не имеют периода покоя, а с таким уходом и в домашних условиях они показывают грандиозные успехи в развитии. И если вам кто-то где-то когда-то будет рассказывать о том, что зимой фаленопсисы впадают в период покоя, не верьте, а отправляйте смотреть это видео на канал «Классика орхидейного жанра». Посмотрите на свои экраны. За окном февраль,
У орхидеи весна. Со всех сторон растут корни, растет новый лист и активно развивается цветонос. Жаль, первый цветонос дал фальшстарт. Но ничего, это ведь первое цветение после длительного неправильного ухода в прежних условиях. Первый цветок первого домашнего цветения начал распускаться в 20-х числах марта этого года. И я представляю вам цветение фаленопсиса Bronze Maiden или Бронзовая дева сезона цветения весна 2023 года. Для меня это было невероятно радостным событием, ведь в моей коллекции уже живет сестренка этого фаленопсиса по Шиллеру. У этих двух растений один и тот же видовой родитель – фаленопсис Шиллера или шиллериана. Сравнивая цветы двух этих растений с генным родством, я была поражена. Цветы практически идентичны по форме, но отличаются по цвету. Как оказалось, сходство было только на первый взгляд и в первый день, а затем цветок Bronze Maiden немного изменился. Давайте посмотрим, что происходит с листовой массой орхидеи на момент начала цветения. Посмотрите, каким торчащим вверх вырос первый домашний лист. Как он торчит, как ушки у зайчика. А самые внимательные наверняка заметили, что из центра розетки появился второй домашний лист. И это не магия. Это не чудеса и не фокусы. Первый домашний лист вырос более округлым и широким, нежели предыдущие, и более компактным. Ну а каким будет второй домашний лист, мы посмотрим чуть позже, а пока вернемся к цветам. Это та самая расцветка цветка, которую я хотела, ведь существуют вариации. Некоторые из них мне не очень нравятся. А этот, просто восхитительный цвет, очень сложный, многогранный, кораллово-терракотово-бронзовый, с золотым напылением. Просто невероятный цвет. А еще невероятный аромат. Стоит напомнить для тех, кто интересуется, что сестренка по крови – это гибрид двух фаленопсисов – фаленопсиса Шиллера и фаленопсиса Pink Girl. Этот гибрид в этом сезоне цветения цветет на 3 цветоносах в 4 направлениях. На нем 46 цветов и 23 бутона. Тем не менее, в этом цветении Bronze Maiden солирует своей яркостью и оригинальностью, а еще своим необыкновенным ароматом. Хотела показать, как я порой делаю в самые жаркие весенние дни, ведь у нас в квартирах до сих пор работает центральное отопление, а окна у меня в пол, и порой бывает очень жарко на юго-восточной стороне. Прямо на стекло я вешаю папоротник, который создает для орхидей тень. Вот вам и имитация природных условий – кружевная тень деревьев. В моем случае кружевная тень папоротника. Теперь о размере цветка. У бронзовой девы размер цветка чуть больше, чем у его гибридной сестренки, и он составляет около 6 сантиметров. Цветок вытянут в высоту, и именно в высоту его размер около 6 сантиметров. Принято считать, что видовые фаленопсисы и их первичные гибриды не цветут долго. На данный момент мой фаленопсис цветет 1 месяц и 10 дней, и пока отцветать не собирается. В каких условиях и при каком уходе фаленопсис будет цвести дольше? Прежде всего необходимо помнить, что в природных условиях видовые родители этого растения цветут ранней весной.
А это значит, что в природных условиях в этот период года температурный фон понижен и очень значительно. В этот период в природных условиях дневные температуры могут колебаться от плюс 17 до плюс 20 градусов Цельсия, а ночные опускаться до плюс 7. Это говорит о значительной толерантности вида к температурным условиям. Толерантность своего растения к различным температурным условиям я проверила на своем растении еще в середине апреля и вынесла его на открытый балкон. На улице солнечно, температура воздуха плюс 10 градусов Цельсия. Когда вы начинаете приучать свои орхидеи к прямому открытому солнцу на свежем воздухе? Спрашиваете вы у меня в комментариях. Уже начала. Уже с середины апреля все мои орхидеи по очереди выходят подышать свежим воздухом на открытый балкон. И видовые в первых числах. А вы уже обратили внимание, как подрос второй домашний лист? Как он растет торчком вверх, как ушки у зайчика. Обратите внимание, ни одной поддержки, ни одной палочки или веревочки, а листья растут вертикально вверх. И ни одного намека на ушки спаниеля. Вот вам и весь фокус. Возвращаясь к теме сегодняшнего видео, вспомнила самый лучший способ быстро разбудить человека. Принесите ему горячий кофе в постель. Вылил и беги. В нашем случае вместо кофе вода. Вылил и жди, когда орхидея напьется, а напившись, проснется. Каждый день во время цветения, несмотря на цветение, орхидея получает воду по листве в виде опрыскиваний. Листья орхидеи больше не висят, как уши спаниеля или как сопли во время простуды. Они упругие и твердые, как барабан. Запомните, тонкие и нежные листья видовых фаленопсисов, которые можно свернуть в трубочку, это не норма, это ошибки в уходе. Давайте подводить итоги. За 4 предыдущих года орхидея в неправильных условиях и при неправильном уходе вырастила 5 листьев. Цвела один раз несколько лет назад на 2 цветка. За 4 последних месяца орхидея вырастила кучу корней, 2 листа и зацвела. Когда скептики говорят, что цветение моих орхидей определяется хорошим климатом в городе, дескать, влажность высокая, море рядом, вода водопроводная мягкая, мне хочется рассмеяться и показать им состояние вот этой орхидеи еще 4 месяца назад. Тот же город, соседняя улица в 2 километрах от моей, та же ориентация окон, та же водопроводная вода, но такой разный результат. И если вы до сих пор думаете, что нечто внешнее определяет развитие ваших орхидей, то вы глубоко заблуждаетесь. Развитие ваших орхидей определяете вы, создавая для них правильные условия содержания и обеспечивая их правильным уходом. Когда вы поймете это, ваша жизнь и жизнь ваших орхидей существенным образом изменится. А чтобы понять это, вам нужно досконально изучить плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». В этом плейлисте вы найдете все азы, как правильно организовать освещение для орхидей, как правильно поливать орхидеи, как и когда правильно пересаживать орхидеи. Ссылку на плейлист я, как всегда, оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии под ним.
А сейчас я хочу от всего сердца, от всей души поблагодарить всех тех, кто сделал каналу подарок на 2-летие. Девочки, дорогие мои, напишите мне, пожалуйста, на электронную почту. Я обязательно придумаю, в какой форме я вас отблагодарю. Может быть, это будет видео на интересующую вас тему. Может быть, личная консультация. Выберем вместе. Адрес электронной почты оставлю в первом закрепленном комментарии под видео. Пишите, не стесняйтесь, ведь некоторых из вас я абсолютно не знаю. В теме письма укажите 4 последних цифры карты, с которой производился перевод. Ну а теперь пришло время напомнить вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной. Ведь впереди у нас много интересного.